Добрый день, меня зовут Денис, я папа малыша Даниила, мы из города Тюмени. Даниилу 4 года, наш диагноз ДЦП, спастический тетрапарез. С нашей проблемой мы обращались в разные места, не только в России. В России нам не помогли, 4 раза были в Китае, проходили разнообразные процедуры, но основной акцент был на физически, то есть мы проходили ЛФК, но из всех этих поездок мы ничего не вынесли, в принципе. То есть малыш ничему не научился. Случайно в интернете наткнулся на страничку Николая Борисовича Никонова. Ну и, как у любого родителя с такими проблемами с ребенком, появилась новая надежда, мы решили обратиться. Те методы, которые мы проходили, это были простые массажи, поглаживания, то есть движение конечностями, то есть разминали конечности. А здесь конкретно, что делает Николай Борисович, это акцент на растяжку проблемных зон. Те зоны, которые, как говорят врачи, в которых есть контрактуры. Но, со слов Николая Борисовича, контрактур нет, а есть просто мышцы, которые не работают. И нам нужно их заставить работать с помощью растяжения, глубокого массажа. На данный момент малышу сделано 3 процедуры. Это 5 дней подряд. И что удивительно, на 3-й процедуре, то есть на 3-й день, малыш сам сел. То есть его садишь на край стула, на край дивана, неважно. Он сидит, не падает, не заваливается. До этого времени таких результатов не было. Малыш просто падал, он был как веточка, не держал себя. А здесь появилась уверенность, появилась сила. Появился какой-то осознанный взгляд, не какой-то, а осознанный взгляд, действительно. Вот так он не сидел, он просто сразу падал либо назад, либо в стороны. А здесь, видите, даже в мягком кресле, то есть нужно ловить баланс. Очень глубокое назад. Да, и он все равно может сидеть уверенно. Причем он еще может даже попробовать слезть на пол, то есть ногами пытается дотянуться до пола правой. И ему это нравится, ему весело. Ну вот тогда они тоже сними. Почувствовали, как трещат мышцы? Есть? Вот так вот. Вот так. Вот так. Давай пообнимаемся. Давай, обнималовки сначала. Ну, перед процедурой обнималовки. Вот у нас сегодня 10-я процедура с Даниилом. Денис выполняет у Дани шпагат на 10-й процедуре. То есть вот сейчас Денис делает поперечный шпагат Дани. Растянул до какой степени? Даня молчит. Даня молчит. То есть, значит, ему он расслабился, ему комфортно. Дальше что будем делать, малыш? Что будем делать? Дальше будем заниматься тем же, чем занимался Николай Борисович. То есть, как говорит Николай Борисович, курс, который мы должны пройти для того, чтобы избавиться полностью от нашего диагноза, времени у курса нет. Когда пройдет, тогда и заканчивается курс. То есть будем заниматься сами. Николай Борисович нас обучит именно тем приемам, которые нужны именно нашему малышу. И будем продвигаться вперед. Так Даня левой ручкой стал волосики свои проверять. Месяц назад он еще так не делал. Вот, все ему интересно, изучает левая ручка теперь. Вот. Уже 1,5 месяца массажей. Вот так интересно. Вот так здорово, молодец. Даня иногда ножку держит сам. Тянет не от себя, правую причем, а на себя. Так интересно, расслабляются мышцы и ножка становится ровно. Давай, малыш. Ножку поднимай выше, плясу закрывать. Руки вперед подальше можно сделать. Сам вылазит. Красавчик. Ух ты!
Ой, как там здорово-то. Вот так. Танечка, пресс качается. Давай, давай, качай, качай пресс. Молодец. Ну, давай. Может, пока вот так делаем, да? Уже более смело он это делает. Сейчас после тренировки еще маленько отдохнет и начнет ползать. Заниматься продолжает. Работает шеей. Оп! Ничего себе, сразу руками. Не испугался. Молодец. Супер. Так. Ну, очень хорошо видно, все равно появилась подвижность. Свобода движения такая. Вот, вставай, 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 стой, 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 давай. Стоять, пытайся на коленях. Вот, 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 вот. Вот, молодец. Иногда так встает секунд на 10. Ему стало нравиться стоять на коленях. Вот, 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 вот. Отлично. Я здесь прижимаю, грудная мышца растягивается. Раз, растянулась, да? Здесь я нажимаю, я попадаю в брюшевидную мышцу. Так? Да. И при этом у меня растягивается вот, вот именно от лопатки вот сюда идет поясница и вот сюда до ягодичных мышц. Вообще вот это все, и боковые мышцы живота, вот это все растягивается. То есть эта нога прямо, эта нога. И вот даже просто вот тихонечко, тихонечко. Вот. Мы делали массаж здесь, грудной массаж, руки, ну, соответственно, ноги. Но мы ноги, опять же, тянули только. Ну, То есть те мышцы, которые затянуты, мы ее тянем. Один день тянемся. На второй день мы просто делаем спину, руки. Ну, правильно. А вот именно вот это вот мы не разминали вот именно вот так. Во всем что-то ехал, соответственно. Я понимаю. Ну да, что ты понял. Так это понятно, видите, изначально это все классно помогло. То есть думали, что все, видимо, куда-то отек ушел и где-то встало. То есть одно дело было когда сильнее, потом чуть-чуть. Даже расслабился, у него какие-то появилось что-то. Потом на этом что-то останавливается. Но вы не остановились, вы все равно продвигаетесь. Да, если они не выпрямляются, вот наш сутулус у всех. Это вот из-за того, что мышцы живота не растягиваются. У кого-то больше, у кого-то меньше. Поэтому сутулус у кого-то больше, у кого-то меньше. Вот, поэтому вот я почему и говорил, что мышцы живота. Мне хотелось бы, что вот именно вот эти вот места мы прорабатывали, да? Каким образом? Ну, нашими движениями. Каким же движением? Тащить за собой ноги. Ну вот я из-за этого говорю. Хотя мы, вы знаете, мы сейчас с ним садимся в позу голубя, то есть подводящее упражнение, то, что вы делаете, а потом мы еще ногу внутреннюю выворачиваем. Вот и бедро. Ну да, больно. Но он это делает. Никогда мы не делаем больно через силу. Вот это самое главное. Значит, через силу. То есть, когда ребенок начинает сопротивляться, в это время мы начинаем делать. Помнишь, я же сначала ждал, когда мы ноги в самом начале растягивали. Только он расслабится, мы хоп, движение делаем. То есть мы не делали движение, когда он напряжен. Просто стояли, ждали. Вот, то же самое и здесь. Вот можно не дает забыть, она же напряженная. Вот она напрягается. Позвонок только нам может косвенно показать, что где-то здесь рядышком проблема. Вот она проблема, вот она проблема. Вот и все, вот она проблема. Вот она проблема. Вот, не знаю, вот давай попал. Ну, мы еще не выдали, просто их распределили по мышце. А для того, чтобы выдавить, несколько времени надо работать, не знаю, месяц. Не, ну это понятно. Имеется в виду, что мы делаем все правильно, только со временем все идет, сразу все не делается. Теперь классно, понятно. Данька, понял? Слушайте, какие у вас еще требования?
будем заниматься, продвигаться дальше и надеяться на еще последующие чудесные моменты, которые, я думаю, нас ждут. То чудо, которое происходит, то, что мы видим, это действительно чудо. И спасибо большое Николаю Борисовичу за его золотые руки, за его голову, за то, что он есть и помогает нам справиться с нашей проблемой.